Всем доброе утро! В эфире программа «Звездные дневники про фэшн» и я, ее бессменная ведущая Елена Грицук. Сегодня у нас в гостях обаятельный певец, виртуозный скрипач, победитель Евровидения 2009 сам Александр Рыбак. Вы смотрите «Звездные дневники» про фэшн даже, а я Александр Рыбак, и надеюсь, я вас скоро еще увижу. Привет, Саша. Здрасте. У нас праздник, день рождения клуба Friends. Ты вчера здесь зажег, мы все видели, танцевали. Как ощущения? Это уже мой 4-й раз в Риге, и каждый раз люди просто такие открытые, они... Чувствуется, что такая энергетика от них, что мне очень легко выступать. А особенно в этом клубе еще и очень красиво, и такое яркое настроение, что хочется еще приехать. Здесь концепция мне нравится, что люди совместно работают, не так, что много поваров, и один хочет, чтобы было очень такое, чтобы розовый цвет, другой красный цвет, да, все умеют. Ты понимаешь, о чем я, да? Сплоченный коллектив. Ну вот, новое слово выучил. Ты больше любишь дарить подарки, либо получать? Ой, знаешь что, лучше об этом не говорить, потому что мои фанаты мне и так дарят очень много подарков. Хорошие фанаты. Да, так что я не буду говорить, если это мне нравится или нет, потому что это просто часть моей жизни. Хорошая у тебя жизнь. Скажи, а самый необычный подарок, который тебе поклонники преподносили? Ой, я не знаю, а дети смотрят эту программу? Ну, дети тоже, что такое, что-то пошлое. Да, не хочу тогда говорить. Намекни хотя бы, потому что я уже заинтриговалась. Ой, лучше не надо. Но люди всегда, когда я в интервью говорю, что мне нравится Лего, например, тогда сразу мне Лего дарят. Если говорю, что я боюсь, что я простужусь, так мне сразу дарят эти как-то перчатки, шапку. Что я могу? Вот можно тебе сегодня сказать, что мне очень нравятся компьютерные игры, особенно Xbox и PlayStation. Так что можно выводы из этого. Твоя сказочная песня Fairy Tale покорила сразу так много сердец. Вот ожидала ли ты, что ты выиграешь Евровидение? Вот победы ожидала, либо для тебя это было все-таки просто вау, так неожиданно? Когда я сочинял, я не думал, что эта песня будет известная, потому что я классический скрипач, и для меня самое главное было просто пауза от всего, от классики, просто написать пару поп-песен и все. И вдруг я решил поступить в Евровидение. Всегда чувствуется, когда песня искренняя. Иногда пишешь песни, которые, просто чтобы публику порадовать, или продюсер тебя попросил сделать песню в этом жанре, что-нибудь такое. А вот иногда просто пишешь музыку, которая от сердца. И тогда это большая привилегия, когда люди понимают твои чувства через эту песню. И я не думал, могу я победить или нет. Я просто очень надеялся, что люди поймут мою песню, поймут мои чувства. И, повезло мне.
ты сам пишешь песни, а где ты берешь вдохновение? Что тебя может вдохновить на написание нового хита? Вообще композиции. Ну, всегда, когда пробуешь написать хит, так никогда не получается, потому что такой несправедливый мир у нас. Всегда, когда очень чего-то хочется, люди вокруг понимают, что он слишком старается. Например, у меня есть песня «Небеса Европы». Я не думал, что это будет вообще на альбоме моем. А вот сейчас уже почти 20 миллионов просмотров на YouTube у этой песни. Именно потому, что никогда я не думал о том, что это будет хит. Так что это как Кока-Кола, понимаешь? Это вообще изначально же Кока-Кола был медицином, а потом просто так понравилось пациентам этот вкус, так что они это сделали бренд, да. Или Gangnam Style. Тоже они не рассчитывали на то, что это будет большим хитом. Снова в путь дорогу небо зовет, сердце в груди скрипкой поет. Ты и скрипка неразлучна. Скажи, с какого возраста ты начал играть на скрипке, взял ее в руки? Когда мне было 6 лет, примерно так, 10 лет назад, уже больше, да, так я начал заниматься и на скрипке, потому что папа скрипач, и на фортепиано, мама пианистка. Так что мне очень повезло, потому что родители, я не скажу, что заставляли меня заниматься, но они увидели талант, и они просто говорили: Саша, ты нам доверяй, мы знаем, что у тебя талант, и что тебе нужно заниматься. Так что я очень рад, что родители мои такие были усердные. Своим необычным тембром голоса и миловидной внешностью Саша покорил не одно девичье сердце. Но есть и такие девушки, которые совершенно сходят с ума и начинают преследовать Александра. Именно этой теме Саша посвятил свой следующий хит, который называется «Ты достала». По поводу твоих поклонников я бы хотела еще поговорить. У тебя есть такая песня на русском языке «Ты достала меня» называется. Насколько я слышала, это, по-моему, про твою поклонницу, реальная история, да? Ну, поклонница, она не поклонница, потому что она никогда не поклонялась мне. Не, она больше, лучше вообще не говорить про нее. Это девушка, которая тебя преследовала? Ну да, я песню написал, и хотя бы что-то хорошее из этого вышло, да. Вчера на концерте я слышала, что ты со сцены сказал, что это девушка из Израиля, которая везде все время за тобой, да, ездит, ходит, звонит. Да, и иногда полиция была вокруг меня, чтобы она меня не доставала. Но сейчас это уже это уже прошлое. Пройденный этап. Угу. Достала меня, прошу, иди навсегда. Если просто говорить про фанатов, я считаю, у меня самая лучшая публика в мире, потому что они понимают все мои стороны. Мне очень нравится быть разнообразным. Мне очень нравится показывать моей публике разные жанры. Я же вообще-то классический скрипач, так что то, что я сочинил попсовую такую вещь и выиграл Евровидение, это, конечно, чувствуется, что хочется больше и больше этого, но я пробую тоже не забывать, что я классический скрипач, и все время на всех концертах, может быть, не на таких клубных, но когда, например, я в больших
филармонических залах играю. Так всегда мне важно показывать и классическую музыку, и поп-музыку, и джаз. И вот то, что я хотел сказать, что у меня самая лучшая публика, потому что они все это принимают, они понимают каждый жанр. Публичность тебя не тяготит. Вот тебе нравится быть под прицелом камер, под прицелом фотокамер, поклонников, людей. Даже, мне кажется, в аэропорту тебя же, наверное, узнают, и как-то в гостинице, на ресепшене. Это вот как? Не, ну я не говорю, что мне это нравится или не нравится. Больше всего мне нравится быть музыкантом. И для каждого музыканта, конечно, это большая честь, большая честь быть знаменитым. Но я пробую всегда скрываться на всех этих красных дорожках. Мне это все такое не нужно и не нравится. Так что, если бы нравилось, вы бы видели гораздо больше меня в газетах и везде. Но мне нравится, что когда у меня новая песня, так я могу это сразу показать большой-большой публике. Проанонсировать. Да, так что для меня это большая привилегия. Это самая большая мечта у каждого музыканта — иметь большую публику. У меня не только большая публика, а самая разнообразная публика тоже. Осло, Берлин, Москва, я пою и живу для вас. Небеса Европы плачут дождем, значит еще ты меня ждешь. У тебя есть песня «Стрела Амура» или «Стрела Амура», что-то такое. Вот пронзила ли твое сердце уже стрела Амура, либо оно свободно? Стрела Амура очень подходит ко мне, потому что это именно объясняет ситуацию, что я все время соединяю людей, влюбленных моей музыкой, а сам я никогда не нахожу девушку. Ну, честно сказать, конечно, нахожу, но просто жизнь такая не позволяет. Либо, как говорят, что вот эта дорога музыканта — это не дом для любви, к сожалению. Как красиво сказано, но грустно. Это не мои слова. Попаду я стрелой Амура, открою для тебя любви секрет. Вот сейчас поклонницы смотрят нашу программу «Звездные дневники про фэшн» и думают: сердце Саши не занято, значит, может быть, у меня есть шанс. И скажи, у кого же есть шанс покорить твое сердце? Нет, такое я никогда не хочу говорить по телевизору. Очень важно вообще в этом мире, важно, чтобы все люди во всем мире чувствовали, что они могут достигнуть всего. И в карьере, и в любви, и вообще в жизни. Так что, если, например, мне нравится, скажем, что мне нравятся брюнетки, и тогда, может быть, самая красивая блондинка в мире смотрит эту программу и говорит: тогда я не пойду на концерт Александра Рыбака. Не знаю, может быть, качества какие-то, которые ты ценишь в женщине. Может быть, она обязательно должна хорошо готовить, быть заботливой, я не знаю, еще что-то. Нежной. Она должна быть искренне и прислушиваться, не только болтать. У нас в Норвегии иногда есть такие девушки. И еще мне не нравится, когда девушки играют в игры, когда они типа делают вид, что я им не интересен, и потом, когда они видят, что это мне наоборот, это очень хорошо, тогда я думаю, тогда о ней не нужно думать. И тогда они рассказывают, что это все они только в игры играли, что они вообще-то влюбленные. Так это... Вот это мне тогда жалко таких людей. Ты считаешь, что девушка должна признаваться в любви? Я живу чуть-чуть... Вообще-то нет, конечно. Обычно я бы сказал, что это роль мужчины. Но просто моя жизнь чуть-чуть такая twisted, скажем по-английски. Любви секрет, зацеплю я стрелой Амура,
Саш, скажи, а вот нордические девушки отличаются от русских девушек? Я даже не думал об этом, но, честное слово сказать, норвежские девушки больше улыбчивые, но это потому что они больше обеспечены в Норвегии. Нету, я думаю, что у русских девушек больше амбиций, потому что экономия совсем другая, и там нужно пробиться. Так что девушки такие по улице ходят и так вот все в себе. А в Норвегии, у нас много денег, то что все улыбаются, не думают о карьере. И они, можно сказать, даже в Норвегии иногда больше милые девушки, потому что они такие без забот. Но когда уже взрослеют, так тогда, конечно, у русских девушек, женщин, можно сказать, гораздо больше и опыта, и чувств, и интереснее с ними разговаривать, можно сказать. Они более эмоциональны. И тоже можно сказать, да. Но в Норвегии, конечно, я очень привык к девушкам в Норвегии, так что это они мне... Да. А если есть какой-нибудь микс, смесь какой-нибудь норвежской, англо-русской, так это, конечно, самое лучшее бы было. И чтобы они еще Америку любили. Я обожаю Америку. Как и любой публичный человек, Саша Рыбак должен следить за своим внешним видом. Он раскрыл несколько секретов своего повседневного лука специально для программы «Звездные дневники Pro Fashion». Твой стиль, какие бренды ты предпочитаешь? Вообще следишь ли ты за модой и считаешь ли ты себя шопоголиком? За модой я не слежу, но мне очень важно, как я выгляжу, конечно. И мне гораздо важнее, чтобы на мне сидели хорошо одежды, чтобы хорошо прилегались, а не что модно. Но, конечно, мне нравится чуть-чуть разнообразно одеваться. Так что я пробую шопингом заниматься один раз в полгода, может быть. Тогда я много-много всего покупаю. И всегда почти одноцветного, потому что я имею в виду, смотри, у меня... Однотонная, спасибо, рубашка черная, футболка, потом свитер серый, но это мне гораздо легче тогда просто быстро, когда мне нужно на рекординг или на телешоу, или если я в Норвегии, мне нужно на трамвай быстро, так я просто знаю, что бы я ни взял из гардероба, будет хорошо и красиво, да. Скажи, а сколько вообще времени ты готов уделять приготовлениям перед концертом, вот своей внешности? Либо ты собираешься быстро за 5 минут? Я очки использую, и иногда у меня от этих, как сказать, душек у меня такие, да, так что я пробую всегда очки снимать хотя бы за 2 часа перед выступлением, потом я даже должен думать о бритве, бриться мне нужно каждый второй день, но не слишком в упор перед выступлением, да. Так что о всех таких малюсеньких вещах нужно думать. А то, что грим, мейкап и все это не для меня. Вот у тебя такая интересная прическа сегодня. У меня всегда такая интересная прическа. Я просто уже не хочу все свои тайны рассказывать, но, например, то, что стало почти таким брендом после Евровидения, что я волосы, что... Легкая небрежность. Это что когда я выступаю, люди думали, что я просто за волосы люблю тянуть. А вообще-то я просто проверяю, что здесь прилегает, а здесь наоборот наверх. Так что, тебе так нравится? Да. И девушкам нравится. Ты вот сам из Беларуси. Часто ли ты бываешь на своей родине? Слишком редко.
Кстати, вот сейчас я участвую в проекте «Поющие города». В каждом городе отбирают команду, ну, самую лучшую, и в каждом городе один знаменитый человек в жюри, и потом как коуч, как тренер. Так что я в Минске, в столице, конечно. И я собрал свою команду, и сейчас эти таланты будут участвовать уже в финале, и я опять сюда приеду в ноябре. Желаю тебе удачи. Спасибо. Им нужно удачи желать. Но это очень хороший проект. Я обожаю эту культуру. Хороший проект. Я обожаю эту культуру белорусскую. Я очень люблю мою страну. Так что очень надеюсь, что я буду почаще приезжать к ним. И к вам. Что ты можешь пожелать поклонникам программы «Звездные дневники Pro Fashion» и своим поклонницам, которые сейчас смотрят программу? Пожелать я вам очень много хочу, но в первую очередь я хочу вам поблагодарить вас за поддержку и за всю помощь. И, надеюсь, вам понравятся все мои новые песни. Я на YouTube и Facebook всегда что-то выкладываю, так что следите за мной там. И желаю вам много здоровья и через много сна. Вот, это самое главное. Вы спите, и тогда день будет очень хороший. Высыпайтесь. Вот. Европы плачу дождем, значит еще ты меня ждешь. Далеко-далеко ночью и днем, сердце мое в небе твоем. На сегодня все. Мы переворачиваем страницу нашего модного дневника, чтобы на следующей неделе в это же самое время на нашем любимом канале 3+, открыть его снова. Берегите себя. Пока-пока.